Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. В этом видео я хочу представить вам свое готовое изделие. Это моя шелковая блуза, которую я назвала клубничный сорбет из-за цвета этой блузы. Здесь красивый коралловый цвет, и в этой блузе выполнена ажурная кокетка. Кроме этого, блуза эта вывязана определенным образом. У меня это уже 4-е изделие, вывязанное по такому принципу. В прошлом году я связала 1-е изделие, потом 2-е, 3-е. Мне эта конструкция понравилась, а чуть позже я вам про нее подробнее расскажу. Здесь сочетание 3 видов пряжи. Если приглядеться поближе, то можно видеть меланжевый эффект. Но само по себе полотно, да, вот если посмотреть подальше, то это не бросается в глаза. Здесь сочетание 2 видов шелка плюс пряжа хлопок с микропаетками. И можно видеть на видео очень-очень легкое, слегка заметное мерцание. Здесь использован, когда глазами смотришь, видишь больше этого мерцания. Вот на камеру я смотрю, передается меньше. Это вот такой хлопок. Мне его прислала моя подписчица Ирина. Очень красивый цвет, а пайеточки, посмотрите, очень-очень маленькие. И они настолько деликатно блестят. Вот в бобинке их больше кажется, но вот в полотне меньше. Я использовала 2 ниточки, потому что хлопок здесь очень тонкий, 1800 метров в 100 граммах. Вот я размотала такой кусочек, и я не чувствую ни одной пайеточки. То есть они находятся, вот она, они находятся на... Смотрите, очень далеко друг от друга. Вот видите, вот так вот, если поиграть, то видно. И именно этот хлопок, я так понимаю, что, конечно, его как добавочную нить использовать к проектам. И здесь, конечно, еще не на один проект. Одну нить добавлять смысла я не вижу. 2 самое то. Можно было бы, возможно, и больше, но, вы знаете, отматывать, мотать, это, конечно, тоже еще то удовольствие. 1800 метров ниточка, поэтому я просто взяла с 2 бобинок. Это хлопок, но, конечно, основная нить у меня была вот этот буретный шелк. Он у меня уже в остатках. Вот это все, что у меня осталось. Я вязала джемпер Лейла из этого буретного шелка. Я в прошлом году покупала 3 бобинки. Сначала я купила 2. Это белый и голубой цвет. Из белого я связала майку пломбир. Из голубого я связала блузу Глория. Вот по этому принципу она была 1-я с рванью. Там узор лакшери рвань, но узор очень красивый, такие листочки вывязанные. Вот белый у меня еще на 1 бумаечку хватило. А уже после этого я купила вот это 800 метров в 100 граммах. А потом я увидела вот этот коралловый цвет. Здесь 700
или 700 метров, или 750. Нужно посмотреть свои записи. И он, даже вот этот вот буретный шелк, он немножко по качеству отличается, хотя абсолютно одна и та же фабрика Luxury Selection by Riga. Сета бурет называется, стопроцентный буретный шелк. Но вот в этой вот пряже даже вот этих махрушек от буретного шелка не видно. В белой и голубой заметно. Хотя в самом изделии как бы нет. Но мне эта пряжа понравилась. Этот буретный шелк мне понравился. И у меня от Джемпер Лейла осталась пряжа. Я его вязала в 2 сложения, а здесь я вязала в 1 сложение. И еще у меня был тоже остаток шелка Шапе. Я вязала джемпер с круглой кокеткой Есения. Там у меня мохер Аврора плюс шелк Шапе в сочетании. И у меня осталось, я решила этот шелк туда добавить. Но он у меня вывязан в 0. У меня вообще не осталось даже вот маленького кусочка, чтобы что-то показать. То есть 3 вида пряжи. Шелк Шапе, он отличается от шелка Малбери. У него, во-первых, он чаще всего тонкий по метражу. И он имеет блеск, не такой, как шелк Малбери, но блеск он имеет красивый. И там нить не такая прочная. Ну, как бы вот я только первый раз столкнулась с таким изделием, с такой пряжей, с шелком Шапе. Вообще мне нравится сама по себе шелковая пряжа, я пробую. Я уже попробовала несколько видов шелка. Это шелк Малбери в разных вариациях. Ниточкой тоненькая, это 3000 метров в 100 граммах от фабрики нашей Хэмпас. Потом шнурок Малбери. Вот это первое изделие, где у меня шнурок использован. Шелк Малбери. Это Паулина, обожаемая мной блуза, где я совместила 2 техники. Здесь техника поперечного вязания, техника свинг. И сочетание 2 видов пряжи. И вот пряжа секционного окрашивания в подобном изделии, она, конечно, звучит совершенно другими аккордами. Потом шелк Шапе, буретный, тоже в нескольких вариациях. И мне хочется еще, я не попробовала шелк диких шелкопрядов шатунг, да. Ничего, все впереди, попробуем. Вот эта блуза по весу составляет 180 граммов всего в общем расходе. Сказать по отдельности, сколько у меня ушло пряжи, на данный момент это сложно сказать. Но примерно 30 граммов хлопка, 30-40. Наверное, где-то 100 у меня было, 120 граммов вот этого буретного шелка. И шелк Шапе, у меня там было, наверное, граммов, может быть, 60, вот так вот где-то. Нет, меньше, наверное, даже. Это сказать сложно. Надо все время взвешивать изначально, но я все время забываю изначально взвешивать, сколько у меня было пряжи. Я все время взвешиваю изделия в конце. Значит, здесь конструкция. Свободная конструкция с вывязанной проймой. Изделие вяжется здесь по кругу, снизу вверх, по кругу с вывязанной проймой. Вот можно видеть. Со спущенным плечом и вывязанной кокеткой. У меня есть блуза Шелли. Это первая моя шелковая блуза с кокеткой. Хотя там кокетка несложная, но мне очень нравилось само это изделие по конструкции. Почему говорю в прошедшем времени. Там связано изделие полностью спицами из шнуркового шелка Малбери. И у этой пряжи есть один такой нюансик. Наверное, самый весомый. То, что
легко, абсолютно легко зацепить за что-либо это изделие. Получается затяжки. А это очень неприятно, скажу я вам. Само по себе изделие, оно шикарное. В нем ты себя чувствуешь очень здорово, комфортно. Шелк к телу очень приятное полотно. Но вот когда ты видишь, то есть нельзя сумку надеть на такую блузу, ни сюда, не дай бог что-то где-то зацепится, можно кольцом зацепить, да, случайно где-то что-то, это же тоже все бывает, то есть нужно надевать что-то, да, такое гладкое, чтобы не цеплялось. Поэтому вот такие нюансы есть, и в прошлом году у меня такая большая затяжка образовалась. Я ее, конечно же, разгладила, но по лицевой стороне все равно видно место, где затяжка есть. После стирки расправляются мелкие затяжки у шелка, это все уходит. Но вот крупные, с крупными, конечно, гораздо сложнее. Поэтому сейчас, на данный момент, я для себя вот выяснила тот шнурок шелковый Малбери, который есть у меня, он хорош вот именно в сочетании с другой пряжей. Здесь в сцепке эти два вида пряжи не дают такого эффекта. Здесь ничего не цепляется, здесь нет никаких затяжек. То есть здесь все очень хорошо. В буретном шелке вообще нет таких проблем. То есть буретный шелк сам по себе, он даже немножко такую хлопковую нитку, что ли, напоминает. Но бурет буретному шелку рознь. И вот здесь по этой блузе даже можно видеть, да, здесь нет никаких, посмотрите, вот никаких, ни катышек, ничего. Вот этот буретный шелк, он мне, конечно, очень и очень понравился. Я в прошлом году решила попробовать связать изделие снизу вверх, без швов, вывязывая пройму и спущенное плечо. Почему эти изделия связаны с хорошей свободой облегания? Потому что это летние изделия, это раз. Для лета очень важно, чтобы полотно было не таким облегающим, чтобы все-таки была свобода облегания. Все вот такие изделия, которые мы вяжем, они очень хорошо пропускают воздух, они очень гигроскопичны, и в них вы будете себя чувствовать намного комфортнее, чем в любой хлопковой футболке, поверьте мне. Некоторые говорят, что жарко в таких изделиях. Знаете, я очень много лет вяжу, очень много лет я вяжу из разной пряжи, и для себя вот последние, наверное, 2 года я поняла, что для лета лен и шелк и все, что связано вот с этими составами, да, смесовки какие-то, еще другие растительные пряжи. Вот у меня еще есть крапива с шелком. Вот подобные изделия для лета, в них очень комфортно. Но здесь, конечно, у каждого свои предпочтения. И мне хотелось вывязать именно вот эту пройму снизу, чтобы сделать эффект рукава и, соответственно, здесь спущенное плечо. И вот подобные изделия, как я уже сказала, у меня их несколько в гардеробе, мне они очень нравятся. У меня разные изделия. Я не вяжу в одной технике, я не повторяюсь в узорах. Если я узор и повторяю, то это крайне-крайне редко бывает. Потому что хочется пробовать много нового, интересного. Ну вот в плане таких конструкций для лета они очень хорошие. Мне нравится. А так как изделие, связанное из шелковой пряжи, оно не будет как парашют на вас выглядеть. Шелк, он все равно стремится вниз.
Здесь есть буретный шелк, он, конечно, более плотный по сравнению с шелком Mulberry, например. Буретный шелк, он более плотный, но тем не менее все равно тоже есть такой эффект шелка. А вот шелк Шапе, у него есть схожие качества с шелком Mulberry. И в этом полотне, что да, и я достигала, чтобы оно было, во-первых, легким. Я много раз уже говорила о том, что для меня важно, чтобы летние изделия были легкие. Я не вяжу плотные изделия. Мне нужны изделия легкие, воздушные, чтобы в них я чувствовала себя комфортно. И в этой блузе мне хотелось выбрать действительно такую кокетку, чтобы она была не очень ажурная, но чтобы смотрелась красиво. Я нашла этот узор у одной известной мастерицы, которая составляет узоры по фабричным изделиям. Называется сайт len.com.knit. Я думаю, что многие слышали много схем от Елены в интернете, очень много. И я увидела схему кокетки, она мне понравилась. Но сразу же хочу сказать, что в фабричных изделиях, все, что вязаное в фабричных изделиях, оно смотрится мельче, нежели когда вы вяжете руками. Руками узор будет крупнее в 2 раза. Вот это просто учитывайте, то, что вы видите. Поэтому в свободном доступе вы эту кокетку можете найти. Меня спрашивали узор. Найти можно. На данное изделие у меня представлен платный мастер-класс. Это блуза из серии той конструкции, которая была создана мной в прошлом году. У меня связаны по такому принципу блузы Глория Шелли и джемпер Лейла. И вот теперь еще блуза клубничный сорбет с красивой ажурной кокеткой. Что будет входить в мастер-класс? Это подробные видео, плюс PDF-файлы с необходимыми материалами для вязания. Мои мастер-классы не привязаны ни к размеру, ни к плотности, ни к пряже. Можно связать абсолютно из любой пряжи изделия. Но на мой взгляд, вот мое мнение, что шелковая пряжа бобинная, она малорасходная. И порой на целое изделие достаточно 200 граммов. И вот так, если прикинуть, допустим, даже 800 рублей, если 100 граммов стоит 1600, 200 граммов. Можно ли купить в магазине стопроцентную шелковую вещь за 1600? Нет, конечно. Она будет стоить в разы дороже. Но всегда есть альтернатива. Всегда можно найти пряжу более бюджетную. Вот, например, вот эту блузу паулину многие вязали и в то время, да, 2 года назад, нашумевшие пряжи Linen Soft брали однотонную и секционную вязали. Девочки были очень-очень довольны. Можно использовать, да, вот для такой блузы, что бы я рекомендовала? Я бы рекомендовала, если брать более бюджетную пряжу, то хлопок с вискозой. Вот на мой взгляд, этот именно состав, он подошел бы намного лучше. Потому что все-таки для летних изделий хочется, чтобы они были легкие, струящиеся, чтобы вам было в них комфортно. Вискоза как раз даст такой эффект комфортности, потому что у вискозы есть эффект холодить, да, так же, как и у шелка. Поэтому вот, на мой взгляд, я бы, если бы не хотела бы выбирать шелк, то я бы выбрала хлопок с вискозой. Благо, что выбор подобной пряжи огромный. Это и у Ернард есть пряжа, например, Style, и ламбада, пряжа от Siam, ламбада Fine. Ну, то есть, как бы можно найти. По стоимости
Если приобретать от меня, стоимость будет 700 рублей, на Бусти будет стоимость дороже, плюс комиссия с сайта. Ссылки все я оставлю в описании. Вы зайдете, вот справа нажмете еще, и вам развернется описание к видео. Что еще хочу сказать? Ну что, конечно же, я довольна. Довольна тем, что эта блуза очень красивая получилась, красивого цвета. Несмотря на 3 нитки, 3 пряжи и меланжевый эффект, потому что буретный шелк, он порозовее, а именно вот эта пряжа, вот этот хлопок и шелк шапе, они вот были поярче. И они внесли, дали этому изделию больше яркости. Ну и деликатный блеск пайеток, конечно же, тоже есть. Вот глазами, конечно, глазами больше видишь, а так вот я вижу, что есть мерцание, но оно совсем-совсем слегка заметное. Конечно, те, кто любит, чтобы пайетки больше блистали, то тогда выбирайте микропайетки на хлопке, которые, их очень много, то есть они будут больше блестеть. Но у меня-то очень-очень маленькие. Но самим изделием я довольна, я его уже очень активно надеваю, уже неоднократно я его надевала, вот сегодня тоже я ходила в нем на работу, конечно, в нем очень комфортно. И цвет, как многие заметили, что цвет этот мне очень подходит, да, действительно. Я полюбила этот цвет. И как я сказала, да, что цвет замечательный у этого изделия. На данный момент я надеваю эту блузу со своими светло-серыми льняными брючками. Хочу еще приобрести белую юбку-карандаш летнюю, потому что мне очень нравится сочетание красного-белого. Коралловый цвет, белый цвет. Очень нравится. И такой образ тоже будет очень замечательный. Изделием я, конечно же, довольна, как любая рукодельница, которая вяжет, которая создает новые изделия. А вязание – это возможность создавать свои уникальные модели. Вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Благодарю всех вас за внимание, но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.